и Ингрид Бергман, в фильме «Милый сэр». В фильме также снимались Сесил Паркер, Филлис Калверт, Дэвид Косов и Мэг Дженкинс. Автор сценария Норман Красно. Композитор Ричард Беннет. Главный оператор Фредерик Янг. Художник-постановщик Дон Эштон. Продюсер и режиссер Стэнли Доннелл. Поставьте, пожалуйста, чемоданы здесь. Помогите-ка мне с этими. Что-нибудь еще, мисс? Нет, спасибо, Уильям. Не за что. И добро пожаловать домой, мисс Кальман. Спасибо, я рада, что Вы вернулась. справитесь одна? Вы знаете, у Дорис и Карла сегодня выходной. Да, конечно, я справлюсь. Хорошо, мисс. Здравствуй, Дорис. Здравствуй, Карл. Здравствуйте. Драматический выход. Я думала, у вас сегодня выходной. Мы приняли вас за грабителя. Вам повезло, что вы ошиблись. Мы услышали шум, Мы не получили телеграмму, что вы приезжаете. поэтому вас не встретили. Я решила приехать только сегодня утром. Что-нибудь случилось? Нет. Вы хорошо долетели? Нормально. Ну что это за еда? Я вам приготовлю что-нибудь горячее. Нет, нет, я ничего не хочу. Занимайтесь своими делами. У нас нет никаких дел. Мы собирались просто попить чаю и пойти в кино. Ну так идите. Я приготовлю вам бараньи котлетки с французским горошком. Это минуты не займет. Идите в кино. Хотите, я вам сделаю массаж? Завтра. Я вам подогрею молоко. Нет, нет, уходите. Мы останемся. Позвоните, если вам что-нибудь понадобится. Я не ожидала здесь никого увидеть. Но я же не из могилы вернулась. Добрый вечер, миссис Мэнсон. Что ты здесь делаешь? Добрый вечер, Дорис. Почему ты не на Майорке? Потому что я здесь. Как поживает Альфред? Альфред поживает хорошо. Я вижу, что ты здесь. Но ты должна быть на Майорке. Мы с мистером Мэнсоном здесь переоденемся. Хорошо, мадам. А потом уходите. Ну, хорошо.
Ты что, не ладишь с Дорис? Прекрасно лажу. Что с тобой такое? Ты уехала на всю зиму, и вот не прошло 10 дней, ты опять здесь. Мне было скучно. Проблемы не в Майорке? Возможно. Что случилось с тем полковником, о котором ты мне писала, с тем, который похож на греческую статую? Он разговаривал как греческая статуя. Я думаю, он знал не больше дюжины слов. Виски с содовой и пару-тройку других. Он произвел на тебя впечатление при первой встрече. Это было до того, как он исчерпал все 12 слов. А чего ты ждешь от мужчин? Они бывают заняты, но до определенного предела. Но они должны уметь немного разговаривать, хотя бы простыми фразами. Ты писала, что он красив и прекрасно танцует. Это все, на что он имеет право? Ты всегда можешь почитать хорошую книгу. Дорогая сестренка, пойди вымой рот с мылом. Я тебе не сестренка, я старше тебя. Вот с такой стороны я никогда раньше тебя не видела. Это такая покровительствующая Матрона. Не жди сочувствия. У тебя полно кавалеров. Ты красива, талантлива, знаменита. Ты актриса, и тебе завидуют все, кто тебя знает. Значит, они меня не знают. Как насчет Дэвида Уилсона? Почему бы тебе не выйти за него замуж? Я его не люблю. Почему? Не знаю почему. Я пытаюсь его полюбить, но не люблю. Кто-нибудь появится. Когда? Начни репетировать какую-нибудь пьесу. Работа всегда помогала тебе развеяться. Мне не хочется. Поедем с нами. Давай-ка, в вечернем платье. Ты сразу взбодришься. А куда вы едете? На банкет. Иногда попадаются очень интересные ораторы. Я помню последнего. Датский посол говорил 1:15 минут на датском. А потом съездим еще куда-нибудь. Нет, хорошего понемножку. Анна, какой сюрприз. Привет, Альфред. Восхитительный крем, просто объедение. Тебе тоже надо такой купить. Прекрасно выглядишь. Ты тоже. Как Министерство иностранных дел? Ни шатка, ни валка. Дорогая, как дела дома? Хорошо. Идем, я помогу тебе переодеться. А то ты сидишь и жалеешь себя. Неправда, я жалею вас. Она едет с нами. Хорошо. Она не едет. Почему нет? Датский посол, я боюсь, что... Говорю тебе, это в тот раз. Сейчас будет по-другому. Нет, то был официальный прием. Сегодня будет очень интересно. Вот видишь? А в чью честь банкет? В честь твердой валюты. Будут несколько выступающих, которые будут выступать. О твердой валюте? Да. Я недооценила датского посла. Все будет не так плохо, как кажется. Я не хожу туда, где не говорят по-датски. Альфред, будет лучше, если я останусь с ней. Она ведет себя так весело, я уверена, что у нее депрессия. Нет. Дверь была открыта. Привет, Филипп. Дорогая, познакомься, это мистер Филипп Адамс, моя жена. Здравствуйте. Здравствуйте. И ее сестра, мисс Анна Кальман. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу назвать мисс Кальман незнакомкой. Я часто видел вас на сцене. Я ваш пылкий поклонник. Спасибо, милый сэр. Один раз я остался на лишний день в Ливерпуле, потому что был объявлен ваш спектакль, но потом его отменили. Извините. Задержка оказалась удачной, она принесла мне кое-какие деньги. Я рада. Но я с радостью обменял бы деньги на спектакль. Хотите увидеть спектакль сейчас? Я сыграю все роли. Сколько денег вы заработали? Я предложил Филиппу переодеться здесь. Он приехал из Парижа специально на банкет. Я не знал, что ты будешь дома. Ничего страшного. Я мог бы поехать в отель. Нет, нет. Чувствуйте себя как дома. Мне как-то неловко. Я в долгу перед вами за Ливерпуль. А где переоденется миссис Адамс? Никакой миссис Адамс нет. Ну что ж. А стоит ли нам ехать на этот дурацкий банкет? Докладчик наверняка будет смертельно скучным. Его хватится, докладчик он. Со мной так всегда. Однажды я пригласила на вальс Дворецкого во французском посольстве. Он танцевал божественно. Вы правы насчет речи. Она скучная. Я ее слушал. Мы могли бы поехать куда-нибудь после. Это единственная надежда спасти вечер. Что скажешь, Анна? Я не могу. Почему? Во-первых, я не одета. Они тоже не одеты. Давай на перегонки с ними. Я не успею. Какая разница? Мы не можем опоздать. У нас человек с речью, без него не начнут. Ее надо уговаривать. Уговорите вы.
Я нечетный гость. Хозяевам будет не с кем посадить меня за стол. А сколько всего там будет гостей? 600 человек. Да, 599 гостей на банкете – это конфуз. Вот видишь, это все, что мне было нужно. Разумная причина. Вы переодевайтесь там. Кто оденется последним, тот проиграл. Уайтхолл 0011. Во имя всех святых, кто он такой? Перестань так тяжело дышать. Я не знала, что это заметно. Ну так кто он? Что он? И говори медленно. Он очень способный джентльмен, которого мы надеемся убедить принять пост в НАТО. Но пока нам не везет. Алло, Харрис? Это мистер Мансон. Еще одно место за нашим столиком. Поставьте карточку. Мисс Анна Кальман. Рядом с карточкой мистера Филиппа Адамса. Хорошо. Ну, рассказывай про этого мистера Адамса. Что ты хочешь знать? Все. Я имею в виду все. Ну, мне кажется, романтических привязанностей у него нет. Ты ведь на это намекаешь? Я не намекаю, я спрашиваю. Откуда ты знаешь, что нет? Мы с ним обедали, он был один. Ты тоже был один? Стало быть, это ничего не доказывает. Да, верно. Я не знаю, чем он занимается после того, как мы с ним расстаемся. В следующий раз я за ним прослежу. Конечно, у него нет денег. Ты помнишь, на банкете речь будет идти о деньгах? Раз он оратор, он должен быть как-то с ними связан. Тогда у него должны быть проблемы со здоровьем. Едва ли. Прошлый уикенд в клубе он обыграл нашего чемпиона по теннису. А для этого надо обладать завидным здоровьем. Тут должен быть какой-то подвох. Он не мог так долго продержаться. Мы пытаемся заманить его в НАТО, таких как он днем с огнем не сыщешь. Для государственной службы. Я интересуюсь не ради государства. Мы сталкиваемся с небольшой дилеммой. Мы имеем растущую инфляцию с одной стороны и тающий кредит с другой. Но даже это не должно стать серьезным поводом для тревоги, поскольку потребителями в данном случае являемся мы сами. И поэтому я предлагаю всем странам-участницам договора ориентироваться на долгосрочную перспективу. Он ничуть не лучше датского посла. Я не понимаю ни одного слова. Нам не придется больше бояться внутренней девальвации. И я хочу особенно подчеркнуть, что стабильность ни одной валюты не будет зависеть от стабильности другой. Я утверждаю, что это только справедливо. Добрый вечер, мисс Кальман. Рад видеть вас дома. Добрый вечер, Оскар. Я рада быть дома. Надо же, как поздно. Но у вас ведь есть время зайти? Ну, разумеется, еще совсем рано. Я боюсь, у нас не будет даже времени присесть. У меня завтра рано утром совещание, а Филипп в 10 часов встречается с половиной французского кабинета. Ему предстоит выспаться на пароме. Я отвезу тебя на вокзал. Боюсь, тебе не по пути. Я возьму такси. Подумаешь, несколько минут, никаких проблем. Давай возьмем чемоданы. Переоденешься здесь? Нет, могу переодеться в поезде, спасибо. Это ужасно. Что? Перестань притворяться. Не говори мне, что этот тебе не нравится. Ведь он разговаривает и все такое. Да, он ничего, интересный. Интересный? Я столько лет была замужем, и ни единого раза. Ну хорошо, я сделаю тебе признание. За обедом мне показалось, что он прижимает свою ногу к моей. Потом это оказалось ножка стола. Я была так разочарована. Ты болтушка. Ну, мы поехали. До свидания, мистер Адамс. Я чудесно провела вечер. Я тоже. Не припомню другого такого. Была восхищена вашей речью. Без ума от твердой валюты. Боюсь, тебя придется ждать час на вокзале. Да, около того. Что? Вы ведь не будете сидеть на вокзале целый час? Я ничего не имею против. Будет время просмотреть бумаги. Но это нелепо. Если входную дверь не запирать, то вы могли бы... Конечно, почему бы нет?
Вы могли бы просмотреть ваши бумаги здесь. Но вы не сможете лечь из-за меня. Я совсем не хочу спать. Альфред, уже поздно. Я не хочу притворяться, но ты знаешь, как мы надеемся, что ты примешь этот пост. Что бы ты ни решил, министр просил поблагодарить тебя за все, что ты уже сделал. Пожалуйста, передай ему, что я польщен этим предложением. До свидания, мистер Адамс. Анна, дорогая. До свидания, миссис Нэнси. Доброй ночи, Маргарет. Альфред. Доброй ночи, Анна. По-моему, они забыли про дверь. Хотите снять пальто? Налить вам что-нибудь? Да, немного. Я редко пью после обеда. Что именно? Виски с содовой. Вы выпьете со мной? Не думаю. Но пусть вас это не останавливает. Мне нравится, когда у мужчин бокал в руке. Но в таком случае я с радостью его подержу. Можете так прихлебывать время от времени. Это дополнит картину. Итак, министр иностранных дел предлагает вам пост в НАТО, а вы не хотите его принять? Вы можете это обсуждать? Это не настолько интересно. Я только что закончил небольшую работу для НАТО, одно исследование. Они хотят, чтобы я остался. Я знаю, что это служение обществу, и совесть меня немного беспокоит. Но есть интересный проект в Мексике, который привлекает меня гораздо больше. Я предпочел бы его сидению за столом в Париже. Вы бывали в Мексике? Нет, не была. Там не так плохо, если привыкнуть к воде. Да, я слышала. А вы не могли бы согласиться на время? Вдруг вам понравится. Нет, если я соглашусь, мне придется остаться. Такова политика организации. Понимаете? Ну что ж, Хотите дать мне совет? если поедете в Мексику, пейте воду только из бутылок. Непременно. Я слышала, люди допускают ошибку, когда чистят зубы. Тоже только из бутылок. В самом деле, это неудобно. Да, действительно. Идите работать в НАТО и чистите зубы, чем хотите. Возможно, это меня убедит. Вы когда-нибудь жили в Париже в течение какого-то времени? Нет, никогда. Там очень интересно, если привыкнуть. Будучи холостяком, вы обречены на популярность. Там не хватает холостых мужчин. Потом, конечно, вы могли бы проводить выходные в Лондоне. Мне никогда не было особенно хорошо в Лондоне. Как вы смеете, сэр? Лондон — мой приемный дом. Я не хотел проявлять неуважение. Я уверен, что это вина не Лондона, а моя. А откуда вы сами? Из Сан-Франциско. Чудесно. И так далеко от всего. Смотря от чего. Ну, я имею в виду наш театр, нашу оперу, наши музеи. Когда вы в последний раз были в музее? Я хожу ежедневно. Ну, в таком случае... Мы в Сан-Франциско не так уж оторваны от мира, как вы думаете. Дилижансы добираются до нас довольно регулярно. К нам попадают нью-йоркские спектакли. Не в тот же год, но со временем. У нас есть опера. Ничего особенного, но этого достаточно. Я полагаю, вы не любите оперу. Да, пожалуй, она обходит меня стороной. С другой стороны, у нас есть целый балетный сезон, который меня не обходит. Вы любите балет? Да, очень. Хотите пойти в субботу вечером? У меня есть своя ложа. Я женат, мисс Кальвин. Простите, мне очень жаль. Да нет, ничего. Когда я вошел сегодня, я сказал, что никакой миссис Адамс нет. Я имел в виду, что ее нет со мной в Европе. В Америке миссис Адамс существует. Это мучило меня весь вечер. Да, должна сказать, вы неплохо сошли за холостяка. Боюсь, что мое признание прозвучало глупо. Вовсе нет, это было очень достойно и к месту. И довольно тщеславно. Тщеславно? Почему? Подразумевалось, что в противном случае вы не смогли бы передо мной устоять. Это тоже звучит глупо. Но теперь вы никогда не узнаете. Да, верно. Но если вам так показалось, то почему вы предупредили меня? Потому что таковы правила игры между взрослыми людьми. Или должны быть таковыми. Беда в том, что мужчина в этой игре находится в преимущественном положении. Да. Я тоже думаю, что беда в этом. Ну что ж, вы редкий случай. Не думаю. Да, поверьте мне, у меня большой опыт. Мужчины либо вовсе не упоминают о том, что они женаты, либо, если женщина об этом узнает, они говорят, что они не поняты или живут отдельно от жены, но пока не могут развестись. Последний предлог особенно популярен. В самом деле, боюсь, это меняет мой моральный статус.
Вы меня не компрометируете, если это вас беспокоит. Для этого вам пришлось бы остаться на ночь. Закон тут вполне четок. Ипсо факто, если вы останетесь на ночь. Это реплика из одного моего спектакля. Закон несправедлив по отношению к женщине. Надеюсь, есть способы его обойти. У вас развито чувство благородства. Я говорю это как комплимент. Я приму это как комплимент. Я была очень рада познакомиться с вами. Я тоже. Должен сказать вам, что искушение нарушить правила было очень велико. Я уговаривал себя на это весь вечер. Очевидно, ваше благородство сильнее, чем моя красота. Видите ли, я действительно живу отдельно от жены и не могу развестись. Это тот же предлог, которым пользуются все в этом году. Но как еще я мог это сказать? Что я могу поделать, если эта реплика звучит так часто? Она не защищена авторским правом. Я знаю. До свидания. И еще раз спасибо. Консьержа, пожалуйста. Алло, Оскар? Это мисс Кальман. Джентльмен, который спускается от меня, уже вышел из лифта? Нет, мэм, но лифт уже почти спустился. Дайте мне поговорить с ним, пожалуйста. Прошу прощения, сэр. Мисс Кальман хотел бы с вами поговорить. Спасибо. Алло? Хорошие места на балет мне легко достать. Вы приедете? Ничто не доставит мне большего удовольствия. В таком случае в 6 часов. До свидания. Прилечу дневным самолетом. До свидания. Входная дверь. Уже 6 часов. Все, хватит тебе пить кофе. Иди. Веди машину осторожно. Да. И протри очки. Да. И поторопись. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень пунктуальны. В самом деле. Да. Я раньше работал в банке. Какие-то привычки остались. Спасибо за прекрасные розы. Но вы прислали слишком много. Я люблю желтые розы. Не за что. Ну что ж, идемте. Пожалуйста. В Париже сегодня было довольно сыро. Здесь тоже было сыро. Вот как. Да. Я заказал столики в зеркальной чаше и в Белой башне. Выбирать вам.
Они вам не подходят? Подходит. Это очень хорошие рестораны. Но мне не пришло в голову, что вы закажете столики из Парижа. Я тоже кое о чем договорилась. В самом деле? Прекрасно. Я думаю, вы Не одобрите. сомневаюсь. Мой друг пригласил нас в клуб Players. Понятно. Там очень хорошо. Я подумала, вам будет интересно что-то необычное. Поскольку я не член клуба, я попросила друга нас пригласить. Спасибо. Вы очень любезны. Такая сырая погода необычна для этого времени года. Да, я на днях читал статью о том, что мировой климат меняется. В самом деле? Как интересно. Да, не правда ли? Добрый вечер, мисс Кальман. Добрый вечер. Вот она идет. Мисс Кальман, пожалуйста, автограф. Прошу прощения, мисс Кальман. Пожалуйста, для моей дочери. Она живет в Австралии. Вы не могли бы написать кисоньки? Так ее зовут. Вернее, это ее прозвище. На самом деле ее зовут Кэтрин. Но мы всегда зовем ее кисонька. Она будет так рада. Извините меня, ручка течет. Это ручка моего мужа. Извините. Добрый вечер, мисс Кальман. Добрый вечер, У Альберт. меня сообщение для вас. Мистер Уайтли звонил вам и приносил свои извинения. У него заболела тетушка. Он просил вас обедать без него. Ну, конечно, бедняга. Прошу вас сюда. Спасибо. Закажем что-нибудь выпить? Да, пожалуй, виски с содовой. То же самое. Альберт, мы едем сегодня на балет. Проследите, пожалуйста, чтобы мы не опоздали. Мы возьмем это на себя. Надеюсь, тетушка мистера Уайтхеда ничего серьезного? У него нет тетушки. Фальсификация, чтобы обойти правила клуба? Думаете, Альберта можно этим обмануть? Никто и ничем не может обмануть Альберта. Я так и думал. Ну что ж, за всех Альбертов этого мира пусть и впредь проявляют терпимость, храни их Бог. Аминь. Двадцать пять минут восьмого. Почему ты не сказал мисс Кальман, что она опаздывает? Я раз 5 пытался привлечь их внимание, но они от меня отмахиваются. Мне было 12 лет. Мой отец взял меня с собой на даму с камелиями. Это было самое сильное впечатление в моей жизни. Это бедная, хрупкая женщина, умиравшая от туберкулеза, кашлявшая в платок, отсылавшая прочь своего возлюбленного. Я ревела так громко, что заглушала голоса актеров. Но на следующий день я уговорила своих одноклассниц выбрать даму с камелиями для постановки в школьном театре. Со мной в роли Маргариты, разумеется. 12-летняя Маргарита и довольно-таки упитанная. Моя мать верила в 4-разовое питание для растущих детей. Дюма об этом не думал, когда писал пьесу. Прошу прощения, но балет. 7:30. 7:30? Сейчас, надо было нам сказать. Теперь мы опоздаем. До свидания. Нет-нет, это подарок от мистера Уайтхеда. До свидания. До свидания, сэр. Ковент-Гарден. Королевская опера. Спасибо. Мы не можем никого впустить до окончания первой сцены. Она очаровательна, правда? И удивительная актриса. Прошу прощения, стоячие места остались? Боюсь, что нет. Спросите на галерке. Мы уже спрашивали. Всего 2 места. Мне очень жаль, стоячих мест больше нет. Я знаю, чем кончается Ромео и Джульетта. Грустная история.
Думаете, мистеру Уайтхеду по карману это вторая чашка кофе? Спасибо, Альберт. А вас всегда интересовали финансы? Нет. В молодости я не проявлял никаких склонностей к банковскому делу. Собственно говоря, на моем счету всегда был дефицит, а для банкира это плохой признак. Хотите верьте, хотите нет, но моей первой любовью была музыка. Я мечтал стать скрипачом. В самом деле? О, да. И я старался. Когда мне было 13, мой преподаватель решил, что я готов выступить на концерте в музыкальной академии. Все мои родственники пришли меня поддержать, а родственники других учеников пришли меня не поддержать. Меня объявили со сцены, бурные аплодисменты моих родственников. Я выхожу в своем новом синем костюме, приставляю скрипку к плечу, и зрители начинают смеяться. Сначала это был легкий смешок, но он становился все громче. Они засмеялись раньше, чем вы начали играть? Раньше. Почему? Я левша. Очевидно, люди не могут смотреть без смеха на скрипача со смычком в левой руке. Мисс Кальман, мы все время шли за вами. Только мы не были уверены, что это вы на самом деле. Дадите нам свой автограф. Вы когда-нибудь пытались играть правой рукой? Да, пытался, но мне все время хотелось двигать скрипкой, а не смычком. Проводить вас до лифта? Да.
Спокойной ночи. Хотите зайти? Да, хочу. Пожалуйста, Риджин 8947. Доброе утро. Доброе утро. Как ты спала? Прекрасно. А ты? Прекрасно. Что ты делаешь? Подумываю, не пора ли встать. Приму душ, побреюсь и приглашу тебя на обильный ланч. Почему бы тебе не приехать сюда? Мой главный талант проявляется на кухне. Я так и сделаю. Входи, дверь не заперта. Я на кухне, у прислуги сегодня выходной. Берегись, повар очень темпераментен. Присаживайся, пей сок. Ешь, пока горячее. Я подожду. Начинай. Хорошие манеры портят хорошую еду. Я решил принять предложение Наты и остаться в Париже. Я так рада. Mademoiselle Latour, on demande monsieur. Oui, oui, mademoiselle, c'est un préavis de Londres. Merci, mademoiselle. Алло, Привет. сегодня ты опоздал на 10 секунд, вчера на 7, позавчера на 5. Я понимаю, что это значит. Твой пыл охладевает. Едва ли. Как у тебя дела? Хорошо. А у тебя? Хорошо. Есть что-то новое? Да нет, ничего особенного. Ах да, было кое-что. Что именно?
Приготовься, чтобы не упасть. Выкладывай. Я только что ужинал с президентом Франции. Не может быть. Да, И что вы ели? бараньи котлеты. Нет. А чего ты ждала? Что-нибудь более изящного, подобающего такому случаю. Для него это не было каким-то особым случаем. Он ужинает каждый вечер. Но как тебя пригласили? Посол взял меня с собой. Так всегда делают при новых назначениях. Расскажи, о чем вы говорили? Да, так. О всяких пустяках. Но вы должны были что-то обсуждать? Дай подумать. Ах да. Стоит ли класть в кофе сахарин вместо сахара? Этой темы хватило на большую часть вечера. Президент сказал, не стоит. Он ошибся. Министр финансов тоже решил, что он ошибается. Я бы не сказал, что они поссорились, но между ними возникли серьезные разногласия. Но это неофициально. Неофициально? Да. Ты стал настоящим дипломатом. Да, не правда ли? Что-нибудь еще было? Нет, ничего. Ах да, кстати. Кто-то упомянул твое имя. Правда? Кто? Кто же это был? Ах да, это был президент. Да, похоже, он часто видел тебя на сцене, и он считает, что ты очаровательна. Это его собственные слова. Очаровательно, не такой уж большой комплимент в театральном мире. Да, но президент живет не в театральном мире. Это верно. С другой стороны, посол считает, что ты невероятно талантливая и очень интересная женщина. Вот это уже гораздо лучше. Я согласился с ними обоими. Видишь, какой я дипломат. Ну, а я... Я нашла пьесу, которая мне понравилась. И решила начать ее репетировать. Я очень рад. Мы подходим друг к другу. Мы созданы друг для друга. Мой единственный. О, да, да. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогая. Ну, клади трубку. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, любимая. Зачем ты приехала в город? То есть как это? У меня дела. А чем ты занимаешься? Репетирую. И все? А чего ты ожидала? Мне просто любопытно, что ты делаешь еще помимо репетиций. Если тебе интересно, по утрам я встаю, чищу зубы, затем завтракаю, читаю утреннюю газету. Как насчет мистера Филиппа Адамса? А что насчет него? Мистер Адамс был здесь в прошлый уикенд, и он снял на неопределенный срок номер прямо под твоим. Откуда ты знаешь? Альфред. Ты имеешь в виду, Филипп сказал Альфреду? Не Филипп. Скотланд-Ярд. Скотланд-Ярд? Скотланд-Ярд не позволяет новым работникам НАТО бродить по городу без присмотра. Господи, боже мой. А что-нибудь еще они знают? Они знают все, можешь мне поверить. Ну вот и докатились шпионы на каждом шагу. Надо же, интересно. Я приехала сюда не за этим. Я должна сказать тебе кое-что неприятное. Я не знаю, как к этому подойти. В чем дело? Мистер Филипп Адамс женатый человек. Я знаю. Откуда? Он мне сказал. Он тебе сказал? Он разводится? Он не может. Ну и ну. Я уже совершеннолетняя. Но правильно ли ты поступаешь? Не знаю, у меня нет выбора. Вначале был, но теперь уже нет. Ты его любишь? Безумно. И ты даже не надеешься выйти за него замуж? Я надеюсь. Это не выходит у меня из головы. Могу узнать характер вашей поездки? Деловая, увеселительная? Увеселительная. Приехали отдохнуть? Совершенно верно. Дорогой, я скучаю по тебе невероятно. Когда я вхожу в переполненный зал, кто-то непременно будет стоять так, как обычно стоишь ты. Я замечаю жесты, похожие на твои.
Кто-нибудь всегда держит нож и вилку, как ты? Я держу их обыкновенно. Нет, неправда. Ты поднимаешь вилку зубцами вверх, как маленький мальчик. Ты не замечал, Артур? Здравствуйте, мистер Адамс. Как вы на этой неделе? Прекрасно, спасибо. Ну вот. Вот. Будьте здоровы. Это ужасно. Ну все, хватит. Могу я узнать характер поездки? Деловая? Здравствуйте, мистер Адамс. Как поживаете? Здравствуйте. Как у вас дела? Прекрасно, спасибо. Оставайся здесь, а я поднимусь наверх и буду неотразимой. И скрести пальцы. Почему мне нельзя пойти с тобой? Это очень деликатное дело. Тут нужен дипломатичный подход. Я каждый день решаю деликатные дела. Обещаю ничего не говорить. Не скажу ни слова. Постой минутку. Почему именно морская ведьма? Почему именно эта яхта? Прошу тебя, пожалуйста, я когда-то на ней гостила. Это должна быть морская ведьма. И не говори ни слова. Ничего не скажу. Ничего. Здравствуйте. Добрый день, мисс Кальман. Мистер Финли ждет вас. Мисс Кальман, сэр. Здравствуйте, мистер Финли. Как любезно, что вы согласились меня принять. Уверяю, мне приятно. Это мистер Филипп Адамс, мой друг из Америки. Мистер Адамс работает в НАТО. В самом деле, великолепная организация. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Мистер Финли со мной заговорил. Я должен был что-то ответить. Вы как раз вовремя. Чаю хотите? Нет, спасибо. А вы, сэр? Да, пожалуйста. Он опять это сделал. Мне тоже пришлось. Я видел вас в вашем новом спектакле, мисс Кальман. И я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, как мне понравилась ваша игра. Спасибо. Собственно говоря, я видел спектакль дважды. Несколько месяцев назад и на прошлой неделе, когда меня пригласил герцог. Ему вы тоже понравились. Прекрасно. Больше всего меня восхищает сцена, когда вы стоите в дверях. Уходите, несносный юноша, и закройте за собой дверь. Во втором акте. Мистер Финли, вы упустили свое подлинное призвание, ваше место на сцене. Ну что ж, чем я могу вам помочь? До меня дошел слух, что, может быть, только может быть, морскую ведьму будут сдавать в аренду. И я поговорила с капитаном, и он сказал, что арендовать яхту можно, но только на октябрь. А у меня отпуск в первые 2 недели июля. Прошу вас. Дорогой мистер Финли, скажите мне, есть ли хоть какой-то шанс, что герцог сдаст мне яхту в июле? Мне очень жаль, что вы мне не сказали об этом по телефону, вам не пришлось бы ехать. Герцог больше не является владельцем, он продал морскую ведьму. Не может быть. Мне действительно очень жаль. Я так разочарована. Ну, ничего не поделаешь. Выше нас. Идем. Вот документы, они еще не подшиты. Сделку оформлял не я. Новый владелец некий Филипп Адамс. Но, по крайней мере, она тебе гарантирована на первые 2 недели июля. Ты ее купил? Дешево. Ты ее хоть раз видел? Нет, но я видел фотографии. Зачем ты ее купил? Она была нам нужна только на 2 недели. Потому что с ней продавали док. Это недвижимость. Очень ценная штука. У меня до сих пор не было никакой недвижимости в Англии. Ну и что, в Гонолулу у тебя тоже нет никакой недвижимости? Есть, у меня есть там консервный завод. Ты не понимаешь, это называется рассеиванием риска. Нужно инвестировать деньги в разных странах. Спасибо за чай, мистер Финли. Так значит, вы, мистер Адамс? Передайте от меня привет герцогу. До свидания, мистер Финли.
Я знаю, почему ты тратишь на меня столько денег. Почему? Это твоя совесть. Тебе кажется, что ты должен загладить свою вину. Неправда. Я покупаю тебе подарки, потому что мне нравится делать тебе приятно. Лучше бы у тебя не было никаких денег. Интересно, сказала бы я это, если бы ты только что не купил яхту? Давай надеяться, что сказала бы. Как насчет этого? Не знаю. Мне нравится желтое. Но это риск. У миссис Уильямс есть похожее платье. Я же не знаю, вдруг она наденет его сегодня. Ну, это мы скоро выясним. Как? Мы же не можем ее спросить. Я просто забегу к ее горничной и поболтаю с ней, пока она будет готовить одежду своей хозяйки, и все узнаю. Ты гений, Дорис. Пора бы это знать. Она так счастлива, Карл. Да, сейчас счастлива, но надолго ли? Что с тобой такое? Чем все это кончится? А чем все это должно закончиться? Не может все так продолжаться. Почему? Муж, жена, другая женщина. Вот о чем я думаю. Какой волшебный сюрприз. Ты на 2 часа раньше. Вылетел другим самолетом. Правда, я молодец? Чудесно. Как дела? Лучше не бывает, все прекрасно. Спектакли идут с бешеным успехом. Хорошо. Когда счастлив в любви, счастлив во всем. Как это верно? Что я могу тебе предложить? Иди сюда, выпей чаю. Нет, спасибо, пил в самолете. Ну, выпей мы его. Ну, если настаиваешь. Итак, выкладывай. Что ты имеешь в виду? Почему ты прилетел раньше? Ты самый прозрачный человек, какого я знаю. Я надеюсь, в НАТО тебе не доверяют никаких тайн. Ты удивишься? Расскажи хоть одну. Хотя, Мата Хари, пожалуй, ты не удивишься. У меня ужасный характер. Я всегда заглядываю в конец книги. Мне не терпится знать, чем все это закончится. Я знаю, тебе не хватает сдержанности. Ну, хорошо. Давай, начинай. Ну? Генеральный секретарь НАТО вызвал меня к себе в кабинет и там угостил меня сигарой. Хорошей сигарой. Это хорошо, а дальше? Он хотел узнать, не соглашусь ли я перейти на другую работу. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Да. Да, я так сказал. Нью-Йорк. Верни ему его сигару. Я сказал ему, что когда я переходил в НАТО, мы договаривались, что меня могут перевести только если мне это будет удобно. Но это очень неудобно. Они ведь не могут тебя заставить. Ведь это же не армия. Нет, они не могут меня заставить. Ну тогда все хорошо. Никогда больше не смей меня так пугать. Ты ведь им твердо отказал, да? Нет, дорогая, я оставил этот вопрос открытым. Почему? Хотел спросить твоего совета. Ты его получил? Да, видишь ли, я упустил одну деталь. Ты ведь хочешь послушать аргументы обеих сторон? Не особенно. Человек, которого мне предлагают заменить, автор очень сложного финансового соглашения. И он работал над ним много лет, и теперь оно почти готово к подписанию. Ну так пускай его Для подписывают. этого нужны долгие переговоры. Пусть он их ведет. Он собирался ехать в Нью-Йорк, но недавно выяснил, что он умирает. И теперь мы не можем его отправить. Так что мне сказать генеральному секретарю Анны? Чтобы он послал кого-нибудь другого? Можешь поверить моим скромным заверениям, я единственный человек, который способен завершить эту работу. Долго это продлится? 3 месяца. Может быть, 4-5. 5 месяцев? И ты уже сказал, что поедешь. Эти месяцы пройдут быстрее, чем ты думаешь. Неправда. Почему люди так говорят? Они пройдут медленнее. Гораздо медленнее. Мне так же тяжело, как и тебе, дорогая. Хочешь поспорить? Когда ты уезжаешь? Мы едем целой рабочей группой. Отплываем завтра на Елизавете. Завтра? Это действительно как в армии.
Я знаю. И меня не будет здесь завтра вечером на твой день рождения. И на морской ведьме тебя не будет. Ты можешь поехать одна. Нет, без тебя я не хочу. Я так буду по тебе скучать. Нет, это просто невозможно. Филипп, ты никак не можешь развестись и жениться на мне. Пожалуйста, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Прости, прости, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Не надо. Я так виновата. Я не имела права. Прости, что я тебя попросила. Анна, все хорошо. Обещай мне, что ты выбросишь это из головы. Ты забудешь, что это произошло. Обещай мне, что этого никогда не Этого было. никогда не было. Я этого не говорила. Не говорила. И мы не будем упоминать об этом, пока живы. Хорошо. Ну вот, я опять это сделала. Пока мы живы. Это то же самое. Филипп, ты свободен. Я так люблю тебя, Анна. Я не понимаю, за что. Почему ты не встанешь и не уйдешь? Я бы тебя не винила. Ну, брось. Ты такая красивая, когда плачешь. Конечно. Ведь красные глаза так идут любой женщине. Послушай меня. Завтра в полночь давай одновременно выпьем за твой день рождения. Не забудешь? Я выпью, можешь не сомневаться. При первом ударе Биг Бена подними бокал. Где ты будешь? Я бы хотел тебя представлять. У камина, как обычно. Что-то похожее было в одном моем спектакле. Я была в нем просто великолепна. Должно быть Маргарет и Альфред. Они, конечно, знают. Да. Альфред чувствует себя очень виноватым перед тобой. Ну еще бы. Это он заманил тебя в НАТО. Привет, дорогая. Привет, Маргарет. Привет, Анна. Привет, Иуда. У нас не было другого выбора. Я могла бы тебе дать целый список имен, и твое было бы первым. Как только он мне сказал, Анна, я его спросила, почему ты не можешь поехать Ее сам? точные слова были: какого черта ты сам не едешь? И это при слугах. Он мне сказал, что он недостаточно умен. У Филиппа такой талант ко всему, что касается денег. У него нет никаких талантов. Я думаю, он обанкротит и Англию, и Америку. Не думай об этом. Зато сегодня нам будет весело. Мы не хотим оставлять вас одних. Это еще почему интересно? Ты неправильно на это смотришь. Разлука пролетит гораздо быстрее, чем ты думаешь. Видишь, все так говорят. Я пойду оденусь. Женщины. Жалко, что меня не посылают с тобой. Поедем в клуб. Я думаю, мне лучше остаться здесь. Они теперь не выйдут из этой комнаты пару часов. Поехали, сыграем в снукер. Сыграем во что? В снукер. Что это такое? Поехали, покажу. Да. Та группа, которая отплывает завтра, собирается использовать 4 дня на корабле для рабочих бесед. Я в них не участвую. Как думаешь, они будут возражать, если я вылечу самолетом позже? Думаю, нет. Я бы хотел провести эти несколько лишних дней здесь, ну, разумеется. Завтра в полночь мы с Анной договорились одновременно выпить друг за друга. Она думает, что я буду в море. А ты в это время войдешь в дверь. Именно. Хочу сделать ей сюрприз. Еще какой. Да, очень романтично. Я это не в уничижительном смысле. Завидую твоей легкости. Я считаю, что успех у женщин — это нечто, с чем люди рождаются. Это дается не всем. Надеюсь, я тебя не смущаю? Вовсе нет. Интересная тема. Да, весьма популярная. Есть одна вещь, которую мне было бы очень любопытно выяснить. Я не решаюсь об этом заговорить. Опасаюсь тебя обидеть. Но тогда, может, не стоит? Все-таки рискну. Но если не можешь иначе. Спасибо. Как я сказал, мне просто любопытно. Почему ты так притворяешься, что ты женат, когда это не так? Откуда ты знаешь? Всех работников НАТО тщательно проверяют. Ты собираешься сказать Анне? Нет, конечно, нет. За кого ты меня принимаешь? За ее зятя в первую очередь. Но я не ее опекун. Хотя ты должен признать, что все это звучит не очень благородно.
Ну тогда позволь мне прояснить свою позицию. Да нет, собственно говоря, она достаточно ясна. Нет, очевидно, недостаточно. Иди-ка сюда. Постарайся проследить за моей мыслью. Возьмем обычный случай. Мужчина встречает женщину. Его влечет к ней, он за ней ухаживает. Они оба взрослые люди. И она оказывает ему свою благосклонность. В конечном итоге она хочет выйти замуж. И тогда он говорит ей: «Я не из тех, кто женится». Ты уважаешь таких мужчин? Нет, не уважаю, но продолжай. Так вот, я тоже не из тех, кто женится. Но, с другой стороны, я не готов отказаться от женского общества. Это я понимаю. Так вот, поскольку я не собираюсь жениться, для меня вопрос чести объясниться с женщиной с самого начала. До благосклонности? Разумеется, до благосклонности. Я же говорю, вопрос чести. Но как мне объясниться? Сказать, что я никогда не женюсь? Какая женщина в это поверит? Для них это только вызов. И что ты делаешь? Я говорю, что я уже женат. Я женат, и я не могу развестись. Теперь наши позиции ясны, и никаких недоразумений впоследствии уже не будет. Звучит разумно. Это и есть разумно. По-моему, в НАТО тебя используют не на той работе. Я знаю, что в твоих аргументах где-то есть дыра. Я еще не нашел ее, но она должна быть. Почему должна быть? Тут все не так. Ты исключение из правил. Большинство людей женятся. Я ничего против них не держу. Ты очень терпим к людям. Я только прошу их уважать мое равнодушие к браку. Ты просто против брака для себя. Еще как против. И хочешь верь, хочешь нет, но я люблю Анну. Я люблю Анну так, как никогда еще никого не любил. Но я не женюсь ни на какой женщине, даже если ты приставишь пистолет мне к виску. У меня нет пистолета. В любом случае, я думаю, зять не может брать на себя такую ответственность. Это должен быть кровный родственник. Ладно, поехали домой. Эй, кто-нибудь? Я вернулся. А где Филипп? Внизу у себя переодевается. Когда Филипп сойдет с трапа Елизаветы в Нью-Йорке, я буду ждать его на причале. Я вылечу туда, пока он плывет. Что такое? Ты меня слышал? Ты ее слышал? Я надеялся, что нет. Зря надеялся. А как же твои спектакли? Пьеса стала таким хитом, что они легко найдут другую актрису подешевле. Они не будут возражать, они будут в восторге. Анна, ты практична. Я практична. Я не расстанусь с ним на 5 месяцев. Ты говоришь, как школьница. Школьница как раз может себе позволить ждать 5 месяцев. Видишь это выражение у нее на лице? Первый раз мы его увидели, когда ей было 4 года. Тогда мы тоже не смогли ее переубедить. Филипп просил тебя поехать с ним в Нью-Йорк? Филипп? Он бы никогда не попросил. Он слишком волнуется о моей репутации. Он самый внимательный, заботливый, самый благородный человек на свете. Я каждый день жгу за него свечку. Ну скажи что-нибудь. Ты же дипломат, убеди ее как-нибудь. Что бы ты посоветовала сказать? Придумай что-нибудь гениальное. Подкинь мне идею. Пожалуйста, не говори ничего, прошу тебя. Но мне придется сказать, по крайней мере, это. Тебе не нужно лететь в Нью-Йорк встречать королеву Елизавету в порту, потому что его на ней не будет. Не будет? Нет, он тоже готовит сюрприз. Когда завтра в полночь вы будете одновременно пить друг за друга, он войдет в эту дверь. О, боже. Так что у вас будет еще 3 дня вместе. Ну вот видишь, целых 3 дня. Разве этого недостаточно? Нет, этого недостаточно. Он такой чудесный. Маргарет. Я не должен был этого говорить. Уверен, что так или иначе я окажусь виноватым. Но какой смысл тебе лететь в Нью-Йорк, встречать королеву Елизавету в порту, если его на корабле не будет? Так, по крайней мере, я буду оправдываться. Анна, дорогая, возьми себя в руки. Я не люблю, когда мне рассказывают тайны. Если кто-нибудь меня спрашивает, хочешь узнать мою тайну, я всегда отвечаю нет. И никогда еще об этом не пожалел. Маргарет. Анна. Денек сегодня не задался. Он такой чудесный. Неправда. Он не чудесный. Он негодяй. Он обманывал тебя. Анна. Он не женат. Что ты сказала? Он не женат. Он одинокий холостяк. Да. Ну и денек. Как ты смеешь? Но это правда. Я знаю, что это правда. Откуда ты знаешь? Я это прочитала в докладе Скотланд-Ярда на столе у Альфреда. Какого черта ты читаешь бумаги с моего стола?
Ты не имеешь права пользоваться своим положением моей жены и ставить под угрозу безопасность нашего правительства. Я запрещаю тебе входить в мой кабинет без стука, и уж тем более, когда меня там нет. Помолчи. Я на коленях умоляла его о прощении после того, как попросила его на мне жениться. На коленях. Как он смеет меня соблазнять и быть холостяком? Проклятие! Невероятно. Это что еще такое? Флакончик духов об зеркало. Ты знаешь, если вдуматься, все это очень странно. Когда он был женат, все было в порядке. Когда, казалось бы, должно быть не в порядке. Теперь, когда мы знаем, что он холостяк, и все должно быть в порядке, если ты меня понимаешь, все не в порядке. Ты следишь за мыслью? Нет, не слежу. Что ж, полагаю, нам придется отменить все наши планы. Я извинюсь от нашего имени, скажу, что... Нет. Мы ничего не будем отменять, и вы ему ничего не скажете. Мы проведем вечер так, как и планировали. Как если бы ничего не случилось. Анна, дорогая, тебе не кажется, что будет лучше, если бы ничего не случилось? Вот что мы сделаем. Гринвичский колледж Королевского военно-морского флота. Весенний бал. Восхитительный бифштекс. Никогда не пробовал ничего вкуснее. А как твой? Великолепно. Маргарет, ты ничего не ешь? Нет аппетита. Почему? Просто я не голодна. Приятно снова оказаться здесь, правда? Замечательно. Здесь мы провели наш первый вечер вдвоем. Да, дорогая. Будем надеяться, что этот не окажется последним. Леди и джентльмены, занимайте места для шотландских восьмерок. Нам надо поучиться. Идем, дорогая. Это же праздник. Давайте развлекаться. Чудесно. Каково? Неплохо, да? Скользко. Прости. Ага, смена партнеров. Эй, вы куда? Ребята,
Ну и ладно. Какое представление. Жаль, что критики его не видят. Нет, я уже слишком стар для такого. Я всегда был для такого слишком стар. Маргарет, как насчет следующего танца со мной? Тебе лучше, Альфред? Да, я в порядке. Отлично. Твой желудок успокоился? Нет. Этот напиток я сам изобрел. Бурбон с бисептолом. Это поможет. Что произвело на меня впечатление, это как ты вообще могла что-то есть за ужином. Лично я не мог проглотить ни кусочка. А он ел за всех. Ты посмотри. Посмотри на него. Вот кто в хорошем настроении. Танцует каждый танец, напевает. Можно подумать, у него сегодня свадьба. Прошу прощения. Анна, я хотел сказать, как я восхищаюсь твоей выдержкой. Ты мила, обаятельна, улыбаешься, не подаешь виду. Когда он будет в Америке, ты напишешь ему короткое письмо, объяснишь, что не можешь освободиться от спектаклей. И ваши отношения сойдут на нет сами собой, без всяких сцен. Джентльмен просил меня положить это на ваш столик, мисс Кальман. Спасибо. Алая роза. Кто ее прислал? Дэвид ее прислал. Он здесь. Дэвид? Твой Дэвид? Тот самый Дэвид. Где он? Я его не видел. Он танцует. Слушай, мне нравился Дэвид. Какое-то время я даже думал, что мы с ним породнимся. Я все хотел тебя спросить, куда он делся? Что такое? Анна, в чем дело? Жаль, что танец был такой короткий, Маргарет. Ты должна мне еще один. Ну, как дела за этим столиком, могу я узнать? Все прекрасно, просто прекрасно. Давайте-ка все поедем домой. Что скажете? Но если хотите, мне все равно. Да, уже поздно. Позвони мне домой попозже. Это ужасно. Первый раз за вечер я могу свободно вздохнуть. Ты видела все эти условные знаки в лифте? Да, как он махал рукой у нас над головами, намекая, что он поднимется, как только мы уйдем. Ну что ж, мы останемся здесь ночевать, вот и все. А я думаю, так будет лучше. Анна, позвони вниз, скажи, что ты не можешь от нас отделаться, и что мы переночуем в комнате для гостей. Попрощался в лифте с этой ухмылочкой. Его насквозь видно. Ему удается одурачивать людей, которые не считают себя дураками. Тебе не в чем себя винить, ты женщина, и ты была обманута, это случается каждый день, даже чаще. Только не со мной. Даже если мы останемся здесь сегодня, это не решит всю проблему. Он собирается преподнести тебе сюрприз завтра в полночь, когда вы будете поднимать бокалы в честь твоего дня рождения. Я совсем забыла, он же останется здесь еще на 3 дня. Я не могу остаться здесь на 3 дня. А я могу. Я попрошу, чтобы сюда прислали кое-какие мои вещи и останусь у нее погостить. Я тебя приглашал? Анна, что ты хочешь сказать? Пожалуйста, уходите прямо сейчас. Уйти? Уйти? Да, уходите. Ты намерена позволить ему сюда подняться? Я намерена позволить ему подняться. Почему? Я имею в виду, зачем? Как ты можешь? Что у тебя на уме? Скажи мне, что ты задумала? Это не твое дело. Анна, я хочу с тобой поговорить. Я знаю тебя с самого рождения. И мне всегда не нравилась в тебе одна черта. Ты доходишь до крайности. Что ты собираешься делать? Послушай, ты известная актриса. Подумай, какой может быть скандал. У тебя там не пистолет? Смерть для него будет слишком хороша. Не дело так говорить. Пожалуйста, не надо насилия. Анна, что ты задумала? Ну хотя бы намекни нам. Мы ведь твоя семья. Что там? Роза?
Да, роза. Алая роза. Дэвид прислал ее на наш столик. Я его не видела. Почему ты мне не сказал? Филипп, он хочет узнать, ушли ли мы, и открыт ли путь. Мы не ушли, путь не открыт и не откроется. Это не Филипп, это Дэвид. Алло? Привет, Дэвид. Конечно, я одна. Женщина бывает искреннее всего именно в тот момент, когда лжет. Я тоже рада была тебя видеть. Завтра вечером? Да, мне подходит. Куда скажешь? Вообще-то говоря, мне не очень хочется куда-то выходить. Я устала сегодня. Когда у меня спектакль, я не люблю уставать. Почему бы тебе не поужинать здесь? О, Господи. Скажем, в половине 12-го. Ты записал? В половине 12-го здесь. Да, Дэвид. Пока. Пока. У тебя будет не слишком много народу? Ты не забыла, что в 12 тебя придет другой кавалер? Я не забыла, я только об этом и думаю. Он войдет в эту дверь в полночь и застанет меня с другим мужчиной. Только благодаря этому я могу улыбаться ему сегодня. Только благодаря этому я могла удержаться и не разбить лампу об его голову. Анна, что на тебя нашло? Завтра, ночь. Я так и вижу выражение его лица. Шок. Непонимание. Ужас. Он застал меня с другим мужчиной. Он такой очаровательный, такой красивый, такой щедрый. И все-таки она предпочла другого. Как она могла? Это будет кошмар, который запомнится ему до конца дней. Он будет думать об этом снова и снова, 1000 раз. И в конце концов ему даже не придется уже вспоминать это. С этим образом у него в голове он будет способен думать только об одном. Как я смогу дожить до завтрашнего дня? И подумать только, как мы ее любили в детстве. Я решительно против. Я считаю, что ты играешь с огнем. Альфред прав, ты переборщила. Давайте все сохранять спокойствие. Ляжем спать. Утро вечера мудренее. Завтра мы это разумно обсудим. В конце концов, мы взрослые люди. Очень хорошо сказано. Мы все устали. Мы не можем здраво рассуждать. Я рассуждаю здраво. Неправда, тебе кажется, что ты уязвленная женщина. Но это так. Ты знаешь, что я имею в виду. И ты знаешь, что я имею в виду. Я самая уязвленная женщина, какую ты когда-либо видела. И я ему отплачу с процентами. А вот и он. Раньше, чем обычно. Такой нетерпеливый. Это так лестно. Анна, мы остаемся. Алло? Да, дорогой, они ушли. Как любезно, что ты позвонил пожелать мне спокойной ночи. Да, кстати, почему бы тебе не подняться и не выпить чего-нибудь на сон грядущий? Нет? Ну хорошо, спокойной ночи. Вот и отлично. Все в порядке. Он не придет. Конечно, он придет. Он это говорит, чтобы телефонист не знал. Он заботится о моей репутации. Ну, уходите, он поднимается. С минуты на минуту будет здесь. Я не уйду. Ты меня не заставишь. До свидания, сестренка. Анна, я забочусь о твоих же интересах. Спокойной ночи. Я тебе скажу одно. Я буду звонить каждые 15 минут. И если никто не подойдет к телефону, я приду сама. Спокойной ночи, Аня. Я пришлю за нашей одеждой утром. Помни, ничего не делай в гневе. Поторопись, дорогая. Если он нас застанет, нам будет неловко. Почему это неловко? Это он пробирается сюда тайком. Идем. Вспомни маму. Привет. Добрый вечер, дорогая. Вечер уже кончился. Для меня только начинается. Шампанское по такому случаю. Тебе немного, и мне немного. Это надо пить через нос. Можно? Конечно. Уже собираешься лечь? Да. Тут пахнет духами. Что случилось с этим зеркалом? Я такая неловкая.
С твоей стороны это было так любезно, притвориться из-за телефониста. Но это само собой разумеется. Так для тебя типично внимательность в малом. Но ты ведь не думаешь, что мы кого-то обманываем? Еще как обманываем. Нет, это все знают. Ерунда, откуда им знать? Ну а как же лифтер? Я поднялся по лестнице. В самом деле? Вот как? Ну, не надо мной восхищаться, это всего один этаж. Да, кстати, это залог моего уважения и восхищения. Ты сделал мне достаточно подарков? Да, но это подарок ко дню рождения. Его нельзя открывать до завтрашней полуночи. Я хочу тебя кое о чем спросить. О чем? Ты делал своей жене так же много подарков до того, как вы расстались? Это не слишком занятная тема для беседы. Нет, мне просто любопытно, расскажи мне. Ну да, наверное. Почему ты спрашиваешь? Пытаюсь понять, ты щедр по натуре или это твоя совесть? Многим людям приписывают заслугу за достойные восхищения поступки, просто потому, что они чувствовали бы себя неловко. Надеюсь, это из какого-то твоего спектакля, потому что это глупо. Это из спектакля, в котором я играю сейчас. Я такого не помню. Все-таки вернемся к подарку. Он выглядит очень дорогим и такой маленький. Он и был дорогим. Я его приму. Я его заслуживаю. Анна, что с тобой такое? Ты отнял лучшие годы моей жизни. Почему ты себя так странно ведешь? У тебя уже сменился десяток настроений, и большая часть из них мне не знакома. Тайна мое ремесло. Я ведь женщина, знаешь ли. Ну, в этом я готов присягнуть. Ты не могла бы перейти в какое-нибудь другое настроение? Менее ироничное, пожалуйста. Я подожду. Какое настроение тебя бы устроило? Мужчина чувствует себя нелепо, когда он настроен романтично, а женщины нет. Ты хочешь романтики. Итак, это нечто очень дорогое. Ну что ж, в таком случае и я тебе услужу. Ведь я могу, я актриса. Не понимаю, о чем ты. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Дорогой. Я буду ужасно по тебе скучать. Я буду входить в переполненный зал, и кто-то непременно будет стоять так, как стоишь ты, делать твой жест рукой, держать нож и вилку так, как держишь Я ты. держу их обыкновенно. Нет, неправда. Ты поднимаешь вилку зубцами вверх, как маленький мальчик. Вот это на самом деле из твоего спектакля. Видишь? Ты и правда в странном настроении. Какого персонажа ты играешь сейчас? Далилу. Далилу из Библии? Да. Не улавливаю параллели. Это моя собственная интерпретация. Но если мне все равно суждено умереть, то хотя бы... Господи, ну и вечер. Это всего-навсего Маргарет. Всего-навсего Маргарет. Как она любит звонить по телефону. Что бы она делала 100 лет назад? Посылала бы почтовых голубей. И небо было бы черно от них. Привет, Дэвид. Надо же, какой сюрприз. Надо же. Может быть, мне лучше... Не надо никуда уходить. Может быть, ты хочешь поговорить с ним наедине? Филипп, ты ведь не ревнуешь? Это не ревность. Это обычная вежливость. Ты начинаешь краснеть. Что? Нет, нет, я не одна. Здесь Дорис. Дорис уходит. Она как раз уходит. Меня не интересуют советы Альфреда. Маргарет, пусть Альфред сам примет снотворное. Спокойной ночи. Дорис, ты можешь войти обратно. Мне кажется, я должен повторить. Я не ревную. Я так рада, когда ты вышел из комнаты, я испугалась, что ты недоволен. Нет. Вернее, да. Собственно говоря, я был недоволен. Но это не то же самое, что ревность. Видишь ли, я очень честный человек. И я признаю, я был недоволен, что он тебе позвонил. Да, ты очень честный человек. И я отвечу тебе такой же честностью. Что ты имеешь в виду? Я скрывала от тебя вот это. Что это такое? Алая роза. И откуда она? Откуда она взялась? От Дэвида? Я не хотела тебе говорить. Я не была в тебе уверена, мне так стыдно. Он дал ее тебе сегодня? Где? Он был на балу? Он прислал ее тебе с запиской? Или принес ее тебе сам? Ее принес официант. Так он с тобой не говорил? Говорил. Когда? Каким образом? Я танцевал с тобой весь вечер. Я не оставлял тебя ни на минуту. Я пошла пудриться, и он пошел за мной. Он прошел за тобой, когда ты... Ну, знаешь ли.
Я не опущусь до того, чтобы обсуждать такое поведение. Я скажу только, что для тебя это не очень лестно. Я представлял его себе джентльменом. Он джентльмен, поверь мне на слово. Ах, оставь. Он бы тебе понравился, правда. Вы бы с ним прекрасно поладили. Едва ли. Я не считаю себя снобом, но уверяю тебя, никто из моих знакомых не уходит за женщинами туда, где они пудрятся. Ну, может быть, я ошиблась. Может быть, он за мной не шел, а это было просто совпадение. Нет, он шел именно с тобой. Так или иначе, я правильно поступила? Кто сказала тебе? Разумеется. И ты не сердишься? Нисколько. Я даже рад. Рад? Откровенно говоря, мне было любопытно, что он за человек. Больше мне не любопытно. Я тоже рада. Вот так и надо на это смотреть. Что он тебе сказал по телефону? По телефону? Извини, я не то чтобы интересуюсь, просто раз уж ты мне про него рассказываешь, я подумал, что ты мне расскажешь и об этом. Я просто поддерживаю разговор. Ну, я не думала тебе это рассказывать. Ну, а я не хочу это слушать. Но я с удовольствием расскажу. Меня не интересует это. Он попросил меня с ним встретиться. И что ты сказала? Здесь или на балу? Он просил тебя встретиться с ним уже дважды? Он попросил меня там, и я сказала нет. И теперь он попросил меня опять. И что ты ответила? А ты как думаешь? Ни в коем случае. Ну что ж. И если тебе хочется, почему бы не встретиться с ним? Вы ведь старые друзья. Филипп, мне больше нравится, когда ты ревнуешь. Нет, серьезно, пока я буду в Америке, тебе будет одиноко, я был бы не против. Нет, я не могу, не могу. Но что я люблю в тебе, так это твое великодушие. Да, я стараюсь быть объективным. Хотя прислать розу женщине к столу, как подростке, ей-богу. И он не очень-то вежлив, если звонит тебе в такое время. Ну, он знает, что я поздно ложусь. Ой, прости. Этого не надо было говорить, да? Ну, постарайся забыть об этом. Выброси это из головы. Вечер начался так хорошо и превратился в самый невыносимый вечер в моей жизни. Твоя жизнь еще не кончилась? Я считаю, бывший кавалер, который не понимает, что он бывший и не хочет оставаться бывшим, самый презренный человек на свете. Я готов сказать ему это в лицо. Он выше тебя. Ну все, довольно, я ухожу. Спокойной ночи, дорогой. Прости меня, дорогая. Ничего. Пожалуйста, прости меня. В чем дело? Голова раскалывается. Ну, не выходи из себя, это все из-за твоего числа. Я не выхожу из себя. Выходишь, тебе завтра так рано уезжать, и я тебя больше не увижу. Жаль, что я не уехал вчера. Ну, что я могу поделать, если у меня болит голова? Поэтому я и вела себя так странно, я пыталась это скрыть. Прости, дорогая, я боюсь, я не очень хорошо себя вел. Ну что, ты очень хорошо, учитывая, что моя больная голова обеспокоила тебя только теперь, после телефонного звонка, правда? Правда? Ну все, хватит. Дорогая, Спокойной ночи, дорогой. спокойной ночи. Спокойной ночи. Береги себя. Непременно. И пиши. Я буду звонить. Вот твой подарок, дорогая. Не забудь, при первом ударе часов... Я подниму бокал. Да, дорогая. Да. До свидания. Я видел столько пьес с чудесными прощальными репликами, но не могу вспомнить ни одной. Я слышала их все. Да, полагаю, что да. Ну что ж, до свидания, дорогая. Очень тонко. И по существу. Не забудь, завтра в полночь. Я ни о чем другом и не думаю. Тебе не кажется, что с цветами мы переборщили? У нас раньше никогда столько не было. А сколько здесь? Вы мне сказали купить 5 дюжин. Мистер Уилсон прислал 2, и того 7. Да, это чересчур. И пахнет, как в цветочном магазине. Унести часть? Нет. Я хочу, чтобы они бросались в глаза. Пусть увидят их с первого взгляда. Хорошо? Да, мэм. Я принесла лобстеров и достала шампанское из холодильника. Хорошо, Дорис. Не понимаю, почему мистер Уилсон до сих пор не приехал. Сколько времени? Без 20:12.
Мейфер 5101. Мистер Уилсона. Пожалуйста, Дэвида Уилсона. А вы не скажете, когда он уехал? Он ничего не просил передать? Нет? Спасибо. Не понимаю, что могло случиться. Да? Кто? Не может быть. Нет. Только не это. Да, спасибо, доктор. Передайте ему привет от меня. Скажите, что я ему сочувствую. Спасибо. Что-нибудь случилось? Мистера Уилсона увезли сегодня днем с теннисного корта с острым аппендицитом. Он пролежал на операционном столе 45 минут, операция прошла успешно. Я так рада. Первое, что он сказал, выйдя из-под наркоза, это позвоните мисс Кальман, принесите ей мои извинения. Он так внимателен. Внимателен? Какого черта он играл в теннис? Хотите лобстеров? Нет. Вам станет лучше. Не станет. Последний раз вы ели еще до спектакля. Я вам положу чуть-чуть. Мне не нужен лобстер, мне нужен мужчина. Мне нужен мужчина сегодня ночью. Здесь, прямо сейчас. Мужчина? Вам нужно что-нибудь перенести? Карл на кухне. Карл? Он маленького роста, но он очень сильный. Вы удивитесь. Карл? Позвать его? Да, мы устроим ему пробу. Карл? Карл, зайди сюда. Я вам нужен? Подойди сюда. Стань здесь. А зачем он вам? Конечно, он тебя знает, но все равно. Выключи свет. Это будет всего несколько секунд. Пройдись, Карл. Ну, пройдись, пройдись. Где? Здесь. Взад-вперед. Ты что, не можешь пройтись? У него есть какой-нибудь красивый халат? Да, вы подарили на прошлое Рождество. Принеси его. Ты можешь остановиться, Карл? Теперь сними очки. Положи их. Ты плохо видишь без очков? Мелкие предметы не важны, мисс Кальман. А, вот вы. Надень на него. Пройдись еще. Я хочу разыграть одного своего друга. И я хотела бы, чтобы ты мне помог. Конечно, он поможет. Розыгрыш? Да. Кто-то может пострадать? Физически нет. Это тебя не касается. Я спрашиваю просто потому, что я... А что ему надо будет делать? Ровно в полночь он должен будет открыть эту дверь, чтобы мистер Адамс его увидел на 1 секунду. А потом ты заскочишь назад и закроешь дверь. Мистер Адамс? Да, я его собираюсь разыграть. Я не хочу вам все испортить, но боюсь, у меня не получится. Карл, это не опасно, если тебя это волнует. Я в свое время много ходил в театр. Ревнивые любовники, если вы меня извините, всегда вооружены ножом или пистолетом, или кочергой из камина. Так или иначе, в конце обязательно кто-нибудь лежит на полу. Карл, ты трус. Это правда. Я всю жизнь был трусом. Как тебе не стыдно? Мне стыдно. Мистер Адамс тебе ничего не сделает. Ты можешь запереть за собой дверь и спрятаться под кроватью. Зачем я отнимаю у всех время? Спасибо, Карл. Но я запру дверь. Так что вы хотите, чтобы я сделал? Все, что ты должен сделать, это слушать бой часов и выйти на 12-м ударе. 1 шаг. Потом заходишь обратно и закрываешь дверь. Запираю. Да, можешь запереть. Главное, чтобы ты вышел точно на последнем ударе. Может быть, порепетировать? Что с тобой такое? Ты не можешь досчитать до 12? Я прекрасно считаю, но тут надо правильно выйти и зайти обратно. Он прав. Сколько времени? Без 18 минут. Хорошо. Заходи в спальню и слушай бой часов. Дорис, ты часы. Я выхожу на 12-м. Мой герой. Ну ладно. Готова, Дорис? Начинай. Филипп, что ты здесь делаешь? Он стоит разочарованный, что я не у камина и не с бокалом в руке. Ему нужно мгновение, чтобы осознать, что он видит. Ужин на двоих, алые розы. Потом он опять смотрит на меня. Я смотрю на дверь в ужасе. Я бегу к двери, стою перед нею, онемевшая, подняв руку ко рту. Что я могу сказать? Мне жаль, что ты узнал. Мне жаль, что все так кончилось. Я открываю подарок, говорю, это прекрасный браслет. Я надеюсь, ты сможешь вернуть его в магазин. И правда, удивительный браслет. Боже, какое чудо. Кем его нельзя назвать, так это скрягой. Зато можно кем-нибудь еще. Может быть, он его не заберет?
Как у меня получилось? Великолепно, Карл. Ты будешь гвоздем программы. Сколько времени? Дорис, разложи еду по тарелкам. Возвращайся в спальню. Немного нервничаю. Перестань. Иди, все хорошо. Да, Дорис, все хорошо. Я буду слушать. Филипп, что ты тут делаешь? Что я могу сказать? Мне очень жаль. Филипп, С днем рождения, дорогая. что ты тут делаешь? Почему ты не у камина? Что я могу сказать? Не говори ничего. Послушай меня. У меня потрясающая новость, дорогая. Мы можем пожениться. Я только что говорил со своей женой. Она готова дать мне развод. Она влюбилась в инструктора по лыжному спорту в Солнечной долине. Дорогая, ты станешь моей женой? В чем дело, дорогая? Кто это? Кто? Нет, нет, подожди минутку. Успокойся, Анна. Кто это? Филипп, я не могу сказать, ты не поверишь. Не поверишь. Кто это такой? Да это не важно, забудь об этом. Для меня это важно. Кто это? Это Карл. Карл? В халате в твоей спальне? Это Дэвид. Ну, что я могу сказать? Не знаю, было бы интересно послушать. Я знаю, что ты собирался сказать. Я собиралась сказать, это прекрасный браслет. Я надеюсь, ты сможешь вернуть его в магазин. Ты что, не понимаешь? Не понимаю. И подумать только, что я сделал тебе предложение. Я собирался жениться. Филипп, ну ты не понял. Мисс Кальман, все прошло не очень хорошо, да? Я ничего не могла поделать, ничего. Никто ничего не мог бы поделать. У меня получилось? Помолчи, Карл. Как у меня получилось, скажите? Прошу тебя, Карл. Мисс Кальман, может быть, если вы скажете ему правду. Я сказала ему правду, но он мне не поверил. Все кончено. Я что-то испортил? Не ты, Карл, это я. Я перехитрила саму себя. Я могла бы пойти к нему и все объяснить. Может быть, он поверит мне. Что-то прошло неправильно? Ничего особенного. Какая-то мелочь. Моя жизнь и только. Мне не нужен этот браслет, он твой. Это был не подарок. Считай это гонораром. Да, и передай моему сопернику, скажи, что я в долгу перед ним. Более, чем перед кем бы то ни было. Постой минутку. Скажи ему сам. Выходи, все в порядке. Да, это Карл. Я ничего не сделал. Они меня заставили. Это был мелкий и недостойный поступок. Не я начала вести себя мелко и недостойно. Недостойный тебя и наших отношений. А какими были наши отношения, позволю знать? Высокими, духовными. С чьей стороны были высота и духовность? С моей? А ты лгал и обманывал. Ты не женат. Я вел себя благородно. Я придерживался правил. Правил? Не начинай снова о правилах. А что еще остается мужчине, кроме правил? Когда ты узнала, что я не женат, не надо было ничего говорить. Так поступила бы умная женщина. Рано или поздно я сам бы пришел к тому, чтобы на тебя жениться. Так и случилось. Если б я не заставила тебя ревновать, ты бы не сделал этого. Просто это бы случилось чуть позже, но это было неизбежно. Ты ошибаешься. Неизбежно только то, что нам не суждено пожениться. У нас был шанс, но мы его упустили. А это жаль, потому что я очень люблю тебя. И мы могли бы быть так счастливы. Мы все еще можем быть счастливы. Не знаю. Я полагаю, счастье вещь редкая. Хоть женщине это и не к лицу, но мы так давно знакомы. И зная твою любовь к правилам, я сделаю предложение. Если ты готов, то и я готова. Последних 2 дней никогда не было. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, все будет продолжаться, как раньше. И мы не поженимся? Вот именно. Это самое возмутительное предложение, какое я когда-либо слышал. Что? Ушам своим не верю. Но чем ты так шокирован? Не думал, что ты на такое способна. А что изменилось? Мы не женаты. Мы и раньше были не женаты. Но ты не знал, что я не женат? Ты знал. Я знал, что ты не знаешь. Что с тобой такое? Как ты можешь мне это предлагать? Или ты меня совсем не слушала? Нет, это неправда, что женщины чувствительный пол. Это одно из величайших заблуждений литературы. Мужчины истинной романтики. Почему ты плачешь? Помолчи, Филипп. Не плачь, Анна. Я люблю тебя. Все будет хорошо.
Мы поженимся, и тебе понравится. Правда, вот увидишь. Конец.